Друзья, всем привет! Продолжаем рассказывать про разные интересные фишки-плюшки нашего новенького Geely Atlas Pro. И сегодня я вам хочу рассказать о том, как в этой машине работает система адаптивного круиз-контроля и интеллектуальный пилот. Поехали! Напомню, мы купили себе новенький Geely Atlas Pro конца 23 года выпуска. Он у нас в комплектации Flagship Plus. За уже 3 месяца пользования машиной мы проехали на нем 2700 километров. Все круто, никаких вопросов, пока только исключительно положительные эмоции. Куча разных интересных фишек, плюшек. На самом деле стоит почитать инструкцию, чтобы во всем этом деле разобраться. Ну, а теперь давайте про круиз-контроль. В машине в самой максимальной комплектации, а именно Flagship Plus, кроме очень классной панорамной крыши, вы еще получаете в передний бампер радар. И этот радар у нас отвечает за систему адаптивного круиз-контроля и за систему интеллектуального пилота. Они очень тесно связаны между собой. Как работает обычный круиз, знают все. То есть, нажал кнопку, и машина постоянно держит одну и ту же скорость. Адаптивный круиз-контроль работает иначе. У него стоит спереди радар. При этом, когда машина едет там с набранной установленной вами скоростью, допустим, 95-100 км в час, догоняя впереди идущую машину, машина сбрасывает скорость и едет за этой машиной с ее скоростью, со скоростью той машины, которая едет у вас впереди. При этом вы еще можете выставлять и разную дистанцию до этой машины. Ближе или дальше ехать от нее. Кроме просто адаптивного круиз-контроля, за который отвечает у нас радар, мы можем видеть в меню, что в машине есть система удержания в полосе. За эту систему отвечает камера, которая находится у нас здесь сверху на лобовом стекле. Она улавливает разметку и ведет машину по разметке. При этом, если машина начинает пересекать в длительное время данную разметку, то машина на приборке и из колонок, кстати, начинает поругиваться, что вы теряете разметку, вернитесь в полосу. А если включить в настройках интеллектуальный пилот, тогда две эти системы совмещаются вместе, и машина начинает не только ехать на круизе с постоянной скоростью, с которой вы задали, и тормозить перед впереди идущими машинами и ехать с их скоростью, но и автоматически держаться в полосе. При этом на каких-то небольших закруглениях, небольших изгибах дороги машина сама подруливает, то есть постоянно держит вас в полосе. Получается такой своеобразный автопилот. То есть вы едете за какой-то машиной или едете со своей скоростью в одной полосе, в своей полосе, и машина вас сама ведет и подруливает в ней. К полноценному автопилоту эта тема, конечно же, не имеет никакого отношения, потому что, во-первых, машина постоянно требует держать руки на руле. Если вы берете руки с руля, вы получите на приборке оповещение «Верните руки на руль, иначе система выключится». И если вы потеряли полосу, точнее у вас плохая разметка и машина просто не видит ее, то, опять же, система будет отключена. На эту тему в инструкции по эксплуатации даже 3 или 4 страницы рассказано о том, почему не стоит полностью доверять системе интеллектуального пилота, потому что она не является полноценным автопилотом, и там очень-очень-очень описано много ситуаций, в которых система может подвести или выключиться, поэтому контроль так или иначе всегда должен быть за водителем. Не забывайте об этом. В плане использования я, допустим, очень часто езжу на круиз-контроле, и фишка самого адаптивного круиз-контроля в данном автомобиле мне очень нравится. Я очень активно использую эту тему, когда еду по кольцевой или где-нибудь по загородной трассе. Однако саму функцию интеллектуального пилота, когда он сам еще и подруливает передачу, я использую достаточно редко, так чисто, чтобы побаловаться. На самом деле есть какое-то опасение, что ли. Не скажу, что там какая-то дикая фобия, но все равно страшновато доверять автомобилю полный контроль над ситуацией. Например, как работает адаптивный круиз-контроль. Мы едем по кольцевой, 97, на круизе у нас тоже настроено 97, и спереди едет машинка. Вот мы ее потиху догоняем. Видим, что система видит ее синим цветом. Значит, радар эту машину увидел. Сейчас мы ее догоним, она едет с меньшей скоростью. Машина сама притормозит и поедет со скоростью данного авто. То есть вот мы ее нагнали,
вот у нас уже 87-86 км в час. То есть мы едем со скоростью той машины, которая едет впереди нас. При этом я вообще не касаюсь педалей. Если эта машина ускорится, то ускоримся, соответственно, и мы. Вот как бы и суть адаптивного круиза. На самой панели мы также можем видеть еще машины, которые находятся сбоку от нас, которые нас обгоняют. Система их тоже замечает и показывает, что вот слева проехала машинка, еще одна там сейчас проедет машинка и так далее. В общем, у нас тут целый мультик на приборной панели. Что касается системы удержания в полосе, то вот она сейчас у нас активна, и мы можем видеть, что на приборной панели разметка точно так же у нас видна. То есть он показывает ее двумя белыми прерывистыми линиями. А когда у нас активен адаптивный круиз-контроль и активна система удержания в полосе, мы можем также включить и интеллектуальный пилот. А вот сейчас у нас активирована система интеллектуальный пилот. Как видим, на приборке другая иконка. Теперь машина автоматически держит нас в полосе, то есть она сама подкручивает руль. Вот она активирована. И фактически она нас просто везет. Сама подруливает, сама держит скорость до едущего спереди автомобиля. А если убрать руки с руля, что я сделал только что, будет на нас ругаться. Вот давайте еще раз покажу. Убираю руки. Ну, поругайся. Вот так. Кладем руки на руль и все. Все работает. Вот мы подъезжаем к такому существенному закруглению, и машина сейчас сама будет подруливать. Вот она нас держит в полосе и, как видим, сама крутит рулем. Чик, 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 чик. Вот опять. Положите руки на руль. Ну, интересно. И еще по приборной панели. Когда мы едем в режиме интеллектуального пилота, то разметку он показывает синим. То есть он показывает синим машинку, которая у нас идет спереди, и показывает синим еще и разметку. То, что он видит саму разметку. Кстати, еще пару фишек, которые достались машине, скажем так, бонусом вместе с адаптивным круиз-контролем. Если вы на высокой скорости едете довольно близко к впереди идущему автомобилю, то радар будет вам говорить о том, что держи дистанцию. И это очень полезная функция. Ну и еще один момент. Чтобы все это корректно работало, нужно следить за частотой камеры и радара. Если камера попадает в зону обычной щетки стеклоочистителя, то радар ничем не защищен, он просто снизу в бампере, и в него летит вся дорожная грязь, пыль и так далее. Однажды в очень сильный снегопад, прям в буран, у меня его залепило снегом, и система показала ошибку. Но как только ладонью протер, все сразу стало работать нормально. Вот такие пироги, дорогие друзья. Кому было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!